Я открываю альбом моей бабушки. На первой странице ее фото. Огромные, широко раскрытые глаза, и в них радостное ожидание. Она родилась в Советском Союзе перед войной в 1937 году, в самый разгар сталинских репрессий. Пятый ребенок в семье. Полгода она лишилась отца в холодную ночь на 15 декабря 1937 года. В ту ночь прошли аресты по всему городу. Был арестован и бабушкин отец. Ему было всего 33. Он был красивый, сильный человек. За что его арестовали, не знает никто, и судьба его для многих тысяч людей той эпохи была неизвестна долгие годы. Когда 3 года назад ей позвонил ее старший брат и сообщил, что наконец-то в архивах НКВД нашлась запись о том, что их отец был казнен через месяц после ареста. Они, 2 старика, плакали, потому что всю жизнь семья жила надеждой, что, может быть, ему удалось как-то выжить. Только надежда и спасала. И когда во время войны под бомбежкой погибла 16-летняя сестра, а бабушка и ее мама были ранены. И когда братьев угнали в плен немцы, им чудо удалось избежать смерти. А потом тяжкое существование с клеймом «Дети врага народа». После войны в 1949-м ссылка. Сначала Казахстан, потом Урал и жизнь среди таких же репрессированных из разных уголков Советского Союза. Попытка поступить в педагогический институт. О, как она мечтала быть учительницей. В детстве, играя с девочками в куклу, она представляла себе, как она будет преподавать в школе. Но документов в пединститут не приняли. Не хотели иметь дела с дочерью врага народа. И бабушка смогла учиться только там, где согласились ее взять, в швейном техникуме. Она стала прекрасной портнихой, но все-таки реализовала свою страсть к преподаванию, практически всю жизнь обучая людей ремеслу. Бабушка стала знаменитой в городе как замечательный преподаватель, который может найти подход к любому ученику и может научить любую неумеху. Этому делу она дала почти 40 лет своей жизни. А какие модные показы она устраивала со своими ученицами каждый год в мае. Сейчас, вспоминая об этих временах, ее изумрудные глаза начинают светиться. Наконец-то семью в 1657 году реабилитировали. И снова родной город, из которого уехала ребенком. Снова новые люди вокруг и счастливая встреча с подругой на всю жизнь. И этой дружбе уже 55 лет. Там же, в родном городе, она и встретила свою судьбу, моего дедушку. Его не стало 10 лет назад. До последней минуты бабушка была рядом с ним. Они были очень красивой парой. Им было о чем поговорить. Вместе путешествовали и вместе делили все, что им преподносила судьба. Мой дедушка прожил похожую жизнь. Арест и расстрел отца, клеймо врага народа, война, оккупация, немецкий концлагерь. А после освобождения ссылка в Сибирь. Он вернулся в родной город в том же 1657. С бабушкой они прожили 43 года, выросли 2 детей и дали им все, что могли. А вот другие фотографии. Это я на руках у бабушки. Мне кажется, мы с ней очень похожи, и недаром мы носим одно и то же имя. И в удостоверениях личности у нас один день рождения. Так я ее люблю. Меня удивляет и восхищает ее способность любить и доверять людям. Она, несмотря на все, что ей выпало пережить, сохранила внутреннюю молодость и чистоту. Бабушка привела мне любовь к русскому языку и к литературе. Это дало мне толчок к более глубокому изучению русского языка. Родная моя, сегодня, в день твоего рождения, я хочу пожелать тебе здоровья. Помни, что ты обещала мне быть со мной в день моей свадьбы. Хочу, чтобы жизнь дарила тебе только радость. Я знаю, что последние годы были очень сложными для тебя, но я уверена, мы вместе все преодолеем. Твоя внучка Элиза.